Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале о вязании крючком. В этом видео я буду показывать, как вязать вот такой узор. Вяжу я из джута. У меня трехниточный 1680X и крючок номер 4. Перед тем, как начать смотреть, как вязать узор, не забудьте подписаться на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И ставьте пальчик вверх, если вам понравится этот урок. Давайте приступим к вязанию. Для узора набираем четное количество петель, при этом их количество должно быть либо 10, либо 14, либо 18 и так далее. Плюс 4 прибавляем и выходим на то количество, которое нужно набирать. Я наберу 14 воздушных петель. Делаю одну воздушную петлю для подъема, во вторую петлю от крючка за перемычку провязываю столбик без накида, следующую перемычку столбик без накида, далее 2 воздушные петли, 2 петли пропускаю в цепочке, последующие 2 вяжу по столбику без накида. Снова 2 воздушные, 2 петли пропускаю, в последующие 2 по столбику без накида. И так чередую до конца ряда. Ряд закончится на 2 столбиках без накида. Провязала первый ряд. Для перехода на второй и все последующие четные ряды делаем 3 воздушные петли для подъема. Второй и все последующие четные ряды будем вязать аналогично. Этот ряд будет состоять из столбиков с накидом и воздушных петель. Здесь мы вот этот элемент из 3 воздушных петель будем принимать за имитацию столбика с накидом. Поэтому вот верхняя горизонтальная петля, от нее выходят петли подъема. И вот это будет первый сымитированный столбик с накидом. Дальше делаем воздушную. И в 5-ю петлю от крючка, вот 1, 2, 3, 4, 5, вот сюда, провязываем первый столбик с накидом. Да, вот провязали как будто бы 2 столбика с накидом. Дальше делаем 2 воздушные пропускаем, да, те, которые мы провязывали в прошлом ряду. И в основание предыдущих столбиков предыдущего ряда провязываем по столбику с накидом. 1 и следующее основание 2. Дальше снова 2 воздушные, пропускаем воздушные и в основание предыдущих столбиков провязываем по столбику с накидом. И такое чередование мы повторяем до конца ряда. Ряд заканчивается столбиками. Все, провязали второй ряд. Переходим на вязание 4-го ряда. Еще раз с вами провяжу четный ряд. Делаем 3 воздушные петли для подъема. В 5-ю петлю от крючка вот сюда, в основание вот этого предпоследнего столбика в прошлом ряду, в верхнюю горизонтальную, вяжем столбик с накидом. Дальше 2 воздушные. 2 воздушные прошлого ряда пропускаем, в основание последующих 2 столбиков вяжем по столбику с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом, 2 воздушные и ряд всегда, любой ряд мы заканчиваем столбиками. 2 столбиками. Все, мы провязали 4-й ряд. И вот я провязала еще несколько рядов. Узор выглядит очень круто. Мне очень сильно нравится. Он на самом деле очень простой. Мы здесь просто чередуем ряды со столбиками без накида и ряды со столбиками с одним накидом. Между столбиками, да, между парой столбиков всегда воздушные петли. Они у нас провязываются в одном и том же месте, всегда над воздушными петлями предыдущего ряда, и выстраиваются вот в такие полосочки.
Обязательно очень важно, да, помните о том, сколько воздушных петель нужно для этого узора. Это либо 6, либо 10, 14, 18 и так далее. На плюс 4 прибавляем к каждому последнему, да, числу. Потому что если, например, вы наберете четное количество, но оно будет, например, 12, то у вас закончится ряд воздушными петлями, и это будет неправильно, да, либо же там 16, если вы наберете, или 20, это будет окончание воздушными петлями, поэтому всегда, ну вот, например, к 10 прибавляете 4, и уже от этого отталкиваетесь при расчете, да, для своего изделия. Вот, все, я надеюсь, что было все понятно и доступно, надеюсь, что этот узор вдохновит вас на оригинальные классные изделия. Если будете что-то вязать с применением такого узора, присылайте мне фотографии в Телеграм, в описании канала есть ссылка на мой канал, или же пишите мне в комментариях, что вы надумали связать с применением такого узора. Все, большое вам спасибо за просмотр и пока, до новых встреч, смотрите другие мои видео.